Если вы хотите помочь с поиском косяков для будущих видео, то заранее находите их и описывайте вот здесь. А мы поехали! Если окунуться с головой в радиоактивный жидкий стул, то местами можно заметить баг, связанный с рендером. Данная лестница затемнена. Ранее говорилось, почему так бывает в Source. Кусок этого строения слишком черный, а все потому, что он наполовину торчит из скайбокса. Здесь имело место быть спешка и невнимательность. В Source неважно, с какой высоты вы падаете, если под ногами окажется водная поверхность. То же самое касается геометрии под углом. Если повернуть направо, то в углу можно обнаружить обрыв. А если повернуть налево и посмотреть, то видно, как исчезает G-Man. Также можно взять ящик, встать на него и увидеть, как зомби спавнится из воздуха. Забавно, но чтобы разбить стекло, нужно выстрелить столько раз из пистолета, сколько рамочек в окошке, либо ударить 2 раза ломом. Реализм. Ну и можно бросить вон туда ящик и увидеть, что дом парит в воздухе. А еще можно спрыгнуть на припасы и обнаружить, что дома на фоне тоже летают. Снова летающие дома и обрыв карты. Мужчина, сбрасывающий нам припасы, будет убегать от сканера и исчезать в воздухе. Все это мы, конечно же, можем увидеть без читов. Обратите внимание на воду. Баги с ней были и будут всегда. Можно не топить данные бочки, а свернуть налево и с их помощью выйти за карту. К сожалению, Valve забыли здесь разместить клип-браш. Снова летающие дома. Если не сносить данные конструкции, то по ним можно выбраться за пределы игровой зоны. Кто-то вновь забыл о невидимых стенах для игрока. Если не лететь сломя голову, а быть внимательным, то можно заметить в месте перехода между картами, как исчезают трубы и на глазах появляется геометрия. Если открыть карту в редакторе, то напрашивается вопрос, что здесь делает точка спавна игрока, если это задник карты и он здесь никаким образом появляться не может. Скорее всего, она могла быть на прошлой карте, ведь это то самое место, где мы топили бочки, чтобы поднять трамплин. Еще с прошлой карты на глаза попадаются триггеры, которые должны не пропускать сквозь себя транспорт. Возможно, в начале разработки транспорт иногда мог частично проваливаться в стены. Правда, непонятно, почему такая избирательность их расположения. Слева от моста есть некое сооружение, у которого нет ни дверей, ни окон. Излишняя для сегодняшних дней оптимизация, когда модель исчезает на глазах. Передаем привет Sonic Frontiers. Все это здание – пример удивительных решений от Valve. Во-первых, расточительность в брашворке. Здесь можно было обойтись 2 примитивами вместо 4. Вместо того, чтобы городить кучу брашей в районе окон, можно было обойтись созданием 1-2 текстур, как будет сделано в дальнейшем в районе Рейвенхолма. Касательно выступающих брашей, их стоило бы превратить в Funk Detail для того, чтобы не нарезать лишние листья на карте. Допускаю то, что в лимиты энд-даты не влезли мапперы, поэтому и решили оставить все как есть. Теперь обратите внимание на вот это цилиндрическое помещение. Закроем глаза на огромное количество порталов. Внутри стен спрятаны фан-коклюдер сущности, которые помогают скрывать рендер мира позади здания. Очень забавное решение, хотя можно было обойтись несколькими ариапортал вокруг помещения. Данная стена почему-то состоит из 2 примитивов, хотя рядом такая же, но уже с одним. 3D-модель лампы проходит сквозь трубу. Пример спешки мапперов. Модель вентиляции освещена вот так красиво. А все потому, что ее центр находится вне этого помещения. Двери в Source Engine могут колотить собою ящики и деревянные поддоны, а металлические предметы выплевывать как катапульта. А еще двери выдерживают любые выстрелы и даже взрывы гранат. Тени банок и коробок видны сквозь модель стеллажа. Теперь вы знаете, что в Source динамическая тень от одной модели может проходить сквозь другую, в том числе сквозь геометрию мира. Интеллект NPC! Вы можете прикрыться 3D-моделью и оставаться незамеченным. Привет Скайриму с его ведрами. Настенная аптечка исчезает на глазах.
Если отойти от окна достаточно недалеко, видно, как обрезается рендер карты, даже если разбить это окно. Откуда появилась эта толпа, если подкрепление только летит? Можно сложить несколько моделей и увидеть швы карты. Опять кривой дисплейсмент. Часть скалы торчит сквозь бетонную конструкцию. Очень-очень шакальный 3D скайбокс. Доски отпадают сами, когда мы дотрагиваемся до них. Но это так задумано, это не косяк. А вот проблема с рендером досок – это да. Доски, проходящие сквозь друг друга, это ладно. Но доски, проходящие сквозь металлическую трубу… Что-то водички поплохело. На самом деле, проблема здесь в аэропорталах, которых здесь целых два. Один над водой, другой под ней. Мапперы поймут, о чем я. Не косяк, а оптимизация. Возможно, изначально в игре не должен был появиться зум у игрока. Зачем здесь и здесь хиндбраши? Может быть, их потом хотели превратить в блокираторы для транспорта, но забыли. Либо в скип-браши, но все так и осталось в игре. Возможно, разработчик хотел, чтобы не нарезались лишние листья. Но тогда хинт не должен был быть выше уровня воды. Хитрость разработки или глупость? Игрок может обойти всю локацию и сразу добраться до башни. 3D-модель частично торчит сквозь бетон и по краям не имеет полигонов. А еще можно вот такое наблюдать. В этом месте есть фан-как-людер. Правда, покрыт он не той текстурой и работает странно. Что-то скрывает из моделей, а что-то нет. Черные шкафы. Очень странная оптимизация. 2 ариапортала потрачено на одну лестницу. Если сложить бочки и взобраться на контейнер, можно увидеть, как появляется метрокоп. Еще один способ сократить прохождение уровня. Лучше бы разработчик здесь над оптимизацией поработал. Освещение сквозь непроницаемую геометрию – это просто баг. Фримен может вернуться обратно в локацию, но ворота уже никогда не откроются. Не без хитрости, но вот здесь игрок может пролезть за игровую зону и пощупать невидимые стены. Увидеть швы дисплейсмента и другие баги. Видно, что кран парит в воздухе. Провода в никуда? Нет, просто скайбокс загораживает нам 3D-модель до определенного момента. Обрыв уровня. Эх. Обрыв лэп. Эх. Дымовой трубы. Эх. Заводика. Эх. Кто-то не помыл окна. А если серьезно, мы думаем, что изначально игрок не должен был попадать в этот ангар. Стул может заблокировать платформу и поломать физику. Стиральная машина приближается к стреляющему в нее. Если пешим ходом добраться до преступников, они не заметят главного героя. То есть скрипт запускает не игрок, а его транспорт. Если приехать на транспорте, а затем отогнать его черти куда, то после входа в комнату он телепортируется. Водички плохо. Игровая условность, но все же. Сначала Вартигонт идет с пулеметом в руках, затем он исчезает из рук и появляется из ниоткуда на подушке. Мы могли бы этого всего не увидеть, если бы окна не было. После получения пулемета можно прочувствовать на себе невидимую стену. С помощью транспорта можно взобраться за игровую зону. Невидимая стена почему-то стоит тут, но не стояла вдоль всей стены. После перехода уровня трупы исчезают на глазах, а еще можно увидеть неокрашенный браш. Позор! Водичка. Оптимизация. Модель исчезает на глазах. Оптимизация. Когда мы находимся в ангаре, рендерится в окнах только 3D Skybox. Не баг, а фича. Можно пропустить локацию, просто телепортируясь на забор с помощью лестницы. После смены уровня наш транспорт не перевернулся. А крыша-то не окрашена. Мы можем заметить это с нескольких ракурсов. Надо было подумать о клипбрашах. Бочки проходят сквозь эти ворота. Это не косяк, а способ избежать проблемы. А где камера, которая транслировала нам личико Джудит? Что же здесь не так? А я отвечу. Лампа якобы выключена, но рядом с ней на самом деле источник освещения. А там, где лампа якобы включена, ничегошеньки нет. Что же сейчас будет? Окей. Так, полы отражают не там и не то, что нужно. Ошибка кубмаппинга. А на данный проб можно взбираться как на лестницу. Лужица воды и кривые кубмапы. Классика жанра Source Engine.
Никто не рассчитывал, что игрок будет смотреть под ноги. Черная модель. А вот в этом месте бочка может заблокировать шлюз. И пока она не вылетит, скрипт перехода на следующую карту не запустится. Если не брать у женщины гравицапу, то скрипт не запустится, и мы можем до бесконечности смотреть на киберпесика в будке. Пес достает ящики из ящика, а точнее из воздуха. Странное решение. Как быстро завершить игру с ящиками? Как быстро поломать игру с мячиком? Ну и, наконец, игровая условность. Мы можем подниматься по лестницам без рук. А в следующем ролике мы пойдем в Рейвенхолм. Подпишитесь на канал, пока еще не поздно.